Здравствуйте! Это канал «Когда болеет близкий», дневник мамы. Меня зовут Екатерина Варади, я создатель и ведущая этого канала. И я рассказываю о том опыте, который я получила в течение более чем двухлетнего лечения своего сына. К сожалению, лечение закончилось плохо, и именно поэтому я хочу поделиться с вами теми ошибками, которые и теми нашими заблуждениями, отсутствие которых нам бы помогло, когда мы начинали. И сегодня я хотела бы рассказать вам о той ошибке, которую практически совершают, я думаю, почти все, у кого близкий начинает болеть. И либо сами вы начинаете болеть. Это то, что вы думаете, что найдется человек, который найдется врач, который разберется в вашем диагнозе, даст вам лекарства, и вы будете лечиться и поправитесь. И вы найдете такого человека, который в вашей болезни будет разбираться. К сожалению, это не так. В течение этого выпуска я расскажу вам, как это на самом деле, как это происходит в современной медицине, приведу примеры конкретные. Но я сразу скажу важный вывод. Вам нужно, как близкому больного, вам нужно готовиться к тому, чтобы стать полноправным членом команды, которая лечит вашего близкого. Хотят этого окружающие или не хотят. То есть нужно поставить их перед этим фактом. Итак, давайте по порядку. Когда наш сын заболел, мы сделали МРТ, у него была определена опухоль. Биопсия не смогла определить, в чем дело. Биопсия сказала, что это опухоль неизвестного происхождения, опухоль мягких тканей. И в этой ситуации человек думает, что я потом пойду к другому врачу, комиссии умных людей, которые встречались с тысячами таких случаев, что-то найдет, взвешенно примет решение и будет лечить моего ребенка. И я думаю, что в тех случаях, когда болезнь касается конкретно одного органа и не затрагивает никакие другие системы, может быть, это и так. Хотя мне кажется, что таких болезней не существует. Хотя бы потому, что когда вы, например, у вас заболевает какой-то орган тела, скажем, я не знаю, у женщины рак груди. Вполне логично, вполне естественно. Это касается вроде как только груди. Но когда вам начинают давать лечение, химиотерапию, облучение, это лечение затрагивает далеко не только грудь. Оно затрагивает иммунную систему в целом. Оно затрагивает пищеварение. Оно дает определенные симптомы разные у всех разных людей. И вот здесь мы встретились с первым нашим таким большим разочарованием. Мы очень долго не могли поверить, что это так сейчас везде. Сейчас нет человека одного, который отвечает за пациента во всем и анализирует данные, полученные из разных отделений, для того, чтобы создать единую стратегию. Сейчас врачи лечат органы. Ухо, горло, нос лечит ухо, горло и нос, онколог лечит онкологию, кардиолог лечит сердце. Если у человека, например, онкология, и у него случается инфаркт, то вполне может случиться случай, который реально случался, о котором не я говорила, а говорили мне в Германии онкологи, что к ним просто привозят таких пациентов, их привозят в онкологию пациента с инфарктом, и говорят, это же ваш больной. Онкологи говорят, слушайте, это не онкологическая проблема, мы не можем лечить инфаркт, а мы ничего не знаем, говорят им. Мы понятия не имеем, что можно делать с вашим онкологическим больным, так что вот сами решайте. То есть это крайний, конечно, пример, да, потому что далеко такой, знаете, очень яркий, но на самом деле он реально встречается постоянно. Есть две вещи, которые сейчас господствуют в медицине. Первая вещь – это протоколы. И вторая вещь – это ответственность, страх перед ответственностью.
И вот протоколы – это то, чему обязан следовать врач в определенных случаях. То есть если у человека есть, например, онкологическое заболевание или подозрение на онкологическое заболевание, у врача есть точно прописанный список того, чего ему нужно сделать. Взять кровь на определенные там показатели, сделать либо МРТ, либо КТ, сделать УЗИ в определенных случаях, и потом это дело оценить. И в общем и целом идея-то хорошая, потому что сами по себе протоколы, они помогают защититься от просто элементарной неграмотности или халатности. Потому что когда человек знает, что вот по списку ему нужно сделать такие шаги, он их сделает, даже если он лентяй, например. Но проблема в том, что жизнь, она не всегда вписывается в протоколы. И если какое-то действие, которое нужно твоему близкому, в этот протокол не вписывается, то все будут делать все, чтобы это действие не делать. Потому что тогда вступает в силу страх ответственности. У нас было такое убеждение, тоже, кстати, я советую от него сразу избавиться. Мы, например, знаете, как думали, у меня муж говорил, что, если твоего папу, то есть дедушку наших детей, в таком пожилом возрасте так активно лечат, он сердечник у нас, и буквально что-то происходит с дедушкой, и там вся королевская гвардия, вся королевская рать вскакивает на ноги, и лучшие, так сказать, врачи его лечат, оперируют и так далее. И у нас было наивное впечатление, что когда заболевает мальчик, которому 19-20 лет, то уж тем более врачи должны быть заинтересованы в том, чтобы его исцелить, потому что он-то молодой. Пожилому человеку, 87 лет, 86 лет, 80 лет. В общем, он уже прожил жизнь. А оказывается, ровно наоборот. Чем старше человек, тем с большим удовольствием его лечат. И тем больше сил бросается на его лечение. Объясняется это очень просто. Когда у тебя от какой-то болезни в больнице умирает пациент 87 лет, то логичная реакция, в общем-то, и родственников, и врачей, что человек умер, потому что у него уже износились все системы, и несмотря на все лечение передовое, которое мы применяли, к сожалению, мы не справились. Каких-либо претензий или судебных разбирательств в таких случаях бывает намного меньше. Наверняка бывают, но их меньше. Когда заболевает 20-летний молодой человек, то если с ним что-то происходит, да не дай бог, в больнице, то уже начинается достаточно серьезное расследование, которое может стоить кресел очень многим серьезным специалистам в больнице. За то, что они чего-то не заметили. Родители в более частом количестве случаев могут подать в суд на врача. Или подать претензию какую-то, потому что сейчас во всех больницах написано, что если у вас какие-то проблемы, там обращайтесь к такому-то представителю больных. И он вам поможет разобраться. И надо сказать, что это вообще не голословное утверждение. Конкретно говоря, несколько лет назад, наверное, уже не несколько, а где-то, наверное, лет 10 тому назад, у моей однокурсницы сын его забрали в больницу с острым приступом аппендицита. Совершенно обычная история. Они буквально шли по улице со своей подружкой, его забрали вот с этим острым приступом, и его прооперировали. И во время операции ему занесли какую-то бактерию, после которой у него не заживала рана, в результате появления которой у него не заживала рана, у него была высокая температура, ему сделали одну операцию, еще одну операцию. И когда якобы, то есть там была такая история, я не очень знакома, какая там была бактерия, то есть я не могу сказать, но я историю знаю совершенно точно, потому что я была ее непосредственным участником. И потом его просто выпустили, не зашив рану, то есть рана в брюшной полости у него оставалась открытой. И маме дали рекомендацию каждый день промывать эту рану водой из-под крана, что для мамы, соответственно, явилось шоком, потому что, в живот ребенку лить воду из-под крана, в которой даже не стерилизованную, даже никакую, это странно. И она обратилась ко мне. А я знала очень хорошего специалиста, хирурга. Он напрямую не был связан именно с этой специализацией, потому что там, видимо, была гнойная рана. Но у него были соответствующие знакомые. Я обратилась к этому человеку и сказала: слушайте, парню 20 лет.
его выпустили домой, у него температура 40, врачи его обратно не берут. Он очень скептически сначала отнесся, ну, потому что, видимо, действительно много случаев, когда больные обвиняют врачей во всех смертных грехах, даже тогда, когда они ни в чем не виноваты. Но он человек с большим сердцем и душой, и он позвонил знакомым, и этого мальчика, документы этого мальчика изучили, потом этого мальчика вызвали к себе, его тут же забрали в отделение гнойной хирургии, прооперировали еще раза 2 и спасли. И произошел тот случай, который я впервые в жизни тогда увидела, и с тех пор я больше такого не видела, когда врачи из этой больницы мне сказали, ну, потому что через меня это все проходило, что это мы редко говорим, сказали мне, но в данном случае, если мама решит подавать в суд на ту больницу, мы ее поддержим. Мы дадим все необходимые документы, которые подтвердят халатность врачей. Мама не стала подавать в суд. Это было ее право. Она была счастлива, что у нее сын вернулся. Но на самом деле то, что там произошло, это ребенка отправили домой умирать. Почему отправили домой? Потому что если бы он умер в больнице, больница бы несла за это ответственность. Если бы он умер дома, то больница, ну, мы сделали все, пожалуйста, вот в рекомендации. Мама, наверное, что-то нарушила в рекомендациях. Действительно, там было очень много именно халатности, очень протоколы формально были соблюдены, но не во всем. То есть там можно было, наверное, выиграть даже этот суд. Но вы сами понимаете, что в ситуации с больным ребенком последнее, о чем ты думаешь, это о том, что тебе потом за это судиться. Хотя вот я, например, в этом случае точно пошла в суд, я была бы достаточно кровожадна для этого. Но тут же еще, знаете, какая история срабатывает, что в суд может подавать только сам больной, то есть парень, которому там 19-20 лет. И именно ему придется давать свидетельские показания. Не маме, не мне, не кому-то другому, а именно этому парню. И не факт, что он сможет и захочет это делать. Ему, вероятнее всего, просто захочется забыть об этом, как о страшном сне. И, в общем-то, та же самая история была с нами. Потому что у нас Ване долго не могли поставить диагноз, очень нервничали по этому поводу. Потом они поставили диагноз, я видела заключение, у него поставили под вопросом, что может быть, это может быть с симптомы и гистоиммунологическая, или как она там, честно вам сказать, на английском, на венгерском я видела все эти документы. Не знаю, как по-английски по-русски называется. Вот гистология, потом иммунохимия делается, там еще что-то, какие-то расширенные анализы. По ним не было однозначно понятно, что с ним. И само по себе заключение имело такую фразу, что не исключено, что у него светлоклеточная саркома. Это clear cell саркома. После чего, ну, я, прочитав этот документ, вижу, что здесь есть явно совершенно, то есть специалисты, которые этот документ подписали, они думают, что это может быть, это возможность. Я была уверена, что врачи пойдут дальше, они будут это уточнять. И вдруг мне сообщают врачи-онкологи, как здорово, у нас же уже есть диагноз. Вы позвольте, здесь же написано, что такое может быть. Это практически точно говорят мне. Так что мы ставим этот диагноз. Я думаю, ну хорошо, значит, наверное, больница знает. Вот у меня еще было такое, что врач знает, он он заинтересован в исцелении моего ребенка. И поэтому, ну, раз они думают, что так лучше, то пусть так будет лучше. Но проблема с тем, что в тот самый момент, когда вам ставят какой-то диагноз, практически все симптомы будут подгоняться под этот диагноз. И никто не будет анализировать развитие этой болезни с точки зрения того, насколько она соответствует развитию той болезни, которая поставлена в диагнозе. То есть в нашем случае у нас была сильная бактериальная инфекция, которая была определена с самого начала. И именно ею объяснялись все изменения, как я уже потом поняла, все изменения в его крови, в показателях, которые он получил после биопсии. Все показатели были воспалительные. Там не онкомаркеры никакие. Был единственный онкомаркер, который у него сработал, это онкомаркер B12, который говорил о воспалении. Остальные онкомаркеры все были
очень хорошие. Мало того, то есть они были отрицательные. Мало того, у него был показатель КИ-67, это показатель размножения клеток. У нормального человека, у обычного здорового человека КИ-67 составляет ну, где-то до 10% в норме. Это что значит? Наша кожа регенерирует, наше тело регенерирует, если что-то происходит. То есть есть нормальное количество клеток, которые размножаются, естественно, потому что каждую минуту у нас отмирает очень много клеток. И именно сам факт, что вот регенерация есть, что она не ноль, это говорит о том, что мы нормально функционируем. Если у человека злокачественное образование, то вот этот КИ-67 у него намного выше. Он может быть 20, он может быть 30, 15 – это еще такая пограничная норма, но однозначно, что вот там 20-30 – это уже ненормально. Это значит, что клетки размножаются очень быстро, значит, это онкологическое заболевание. Вот у Вани показатель КИ-67 был 5%. 5. То есть это ниже в 2 раза самого высокого порога нормы. И это была ткань из опухоли. То есть у него в тот момент, да, врачи сказали, что это как бы необычно, но они нашли там, у него вот в этой опухоли нашли разные клетки, там какие-то от меланомы, какие-то от чего-то еще, какие-то от чего-то еще. Они его проверили на все эти заболевания, там на меланому, там еще какое-то было. Они проверили ему зрение, сердце, кожу, я не знаю, сделали ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ – это то, что проверяет метастазы. Все чисто. Нужно сказать, что он сделал ПЭТ-КТ, вот это вот на выявление метастаз, спустя почти год, ну больше, чем полгода после первоначального определения опухоли. И эта опухоль не выросла ни на грамм, не дала никаких метастазов и никаких изменений не происходило. В дальнейшем, когда ему сделали операцию, у него тоже не происходило никаких изменений, и биопсии, которые делали в Германии, они показывали то же самое. То есть вот этот КИ-67 был у него всегда до 10%. То есть выше он нигде не поднимался. Что говорит о том, что, собственно, и поэтому у него опухоль не росла, потому что в ней не было того компонента, вот этого ускоренного роста клеток, который характерен для злокачественного заболевания. Но в связи с тем, что клер-селл-саркома опухоль очень редкая, таких случаев зарегистрировано по миру менее 300, всего не 300 тысяч, менее 300. Именно поэтому к ней врачи относятся таким образом, что мы не знаем, что она может вызывать. Она может вызывать что угодно. Поэтому любые симптомы объясняются с их точки зрения именно саркомой. И все посторонние симптомы, как то бактерии, повышенная температура, повышенный уровень реактивного белка, свидетельствующий о воспалении и так далее, это все считается вторичным фактором. И для нас, нам потребовалось несколько месяцев для того, чтобы понять, что если, то есть, я на самом деле сразу стала изучать все документы, но научилась я ходить на встречи с врачами и наравне с ними что-то обсуждать и пытаться донести свою позицию только спустя несколько месяцев, потому что я не врач, мне это достаточно сложно сделать морально и физически. Здесь очень важно, чтобы вы меня правильно поняли, потому что я могу себе представить, что меня смотрят врачи с возмущением и говорят: эта женщина вообще одурела, она требует не доверяться врачам и говорит, что вообще типа лечитесь сами. Вот ничего подобного я не говорю. Дело не в том, что не доверяй врачам, потому что врачи – это люди, которые очень много знают о нашем организме. Их очень много чему учат. Это люди, чаще всего, которые действительно очень хотят исцелить пациента. То есть в их добросовестности и в их хороших намерениях я не сомневаюсь. Бывали случаи, когда я сомневалась, но в большинстве своих случаев, надо сказать, в 90% случаев, я считаю, что это врачи, которые действительно очень хотят помочь пациенту. Но нужно также понимать, что они воспитаны в определенной парадигме. В той парадигме, что человек состоит из запчастей, и надо лечить эти запчасти по отдельности. Поэтому
например, у тебя определяется, вот как у меня определили болезнь Хашимота, это аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Собственно, она очень с трудом определяется, потому что там есть определенные показатели, то есть только определенные анализы могут это определить, анализы на антитела, потому что в целом всегда все показатели нормальные в среднем по больнице. И вот ты идешь к эндокринологу и говоришь: слушайте, ну у меня вес прирос из-за того, что у меня с гормонами это все было плохо. Что мне теперь делать? На что врач, не моргнув глазом, мне говорит: я не специалист по диететике, вот с этим не ко мне. То есть он не дает тебе направления к специалисту, он не пытается разобраться в этом сам. Он сделал ту узкую часть, которая относилась к нему, он дал мне гормоны для того, чтобы у меня щитовидная железа все-таки работала нормально, и на этом он свое дело совершенно искренне считает законченным. Все вопросы с лишним весом, с скачками давления, связанными с гормональным фоном, с сердцебиением, которое связано тоже с гормональным фоном, это не касается эндокринолога. Но это все касается меня. Как щитовидка, так и сердце, так давление и прочие органы, и лишний вес – это все я. Но не будет одного человека, который ваш случай будет курировать. В нашем случае с Ваней у нас, естественно, там, вот, например, за год лечения активного, постоянно по больницам, постоянно со всякими там проблемами, у нас история болезни стала очень толстой. И я вам с полной ответственностью могу сказать, что ни один из врачей, которые нас лечили, полностью эту историю болезни не читал. Я это знаю совершенно точно, потому что когда я им говорила о том, что, например, у нас в самом начале, еще до того, как вообще что-либо произошло, до биопсии, до чего-то угодно, у нас был найден золотистый стафилококк. Это больничная бактерия. Она, собственно, не только в больнице может возникнуть, где угодно. Человек может ее подцепить. Золотистый стафилококк очень нехорош тем, что его очень трудно выводить. Он капсулируется в теле, может сидеть там годами, и потом, когда у человека падает иммунная система, он начинает вдруг активно размножаться, и получается внутреннее воспаление. И вот нужно сказать, что, скажем, спустя полгода лечения, когда я говорила врачам, что у него диагностирован стафилококк, люди, которые нас принимали, говорят, что правда, надо же, как интересно. То есть они смотрели только последние его анализы. А в связи с тем, что у него стафилококк был в кости, то очень часто в крови, в кровотоке это не находилось, потому что его перед этим, например, пролечили коротко антибиотиками, в крови ничего не было, но внутри кости продолжался процесс, который, собственно говоря, и привел к его летальному исходу в конце, именно потому что эту часть 1,5 года никто не лечил. Хотя я обила все возможные пороги и говорила, что это нужно, но у нас все равно все списывалось на онкологию. Итак, то есть две мысли, да, которые я сказала. Это первое, это то, что если вы хотите вылечить своего близкого, вам нужно самым активным образом с самого начала подключаться. То есть анализировать все его анализы, читать книги и спрашивать искусственный интеллект, причем желательно разные искусственные интеллекты, о его показаниях. Расшифровывать выписки по результаты его КТ, МРТ, УЗИ и так далее. И спрашивать взаимосвязи. Задавать вопросы глубже, чем вам скажет это ИИ. Потому что ИИ вам переведет, даст определенные рекомендации, и все. Но вам нужно обязательно понять, вот если что-то у человека, например, низкий гемоглобин, то что может явиться причиной низкого гемоглобина? Только ли кровотечение или, может быть, что-то еще? А если что, то что? И в каком случае? Низкое железо. Почему такое происходит? Почему такое может происходить? Как это может лечиться? То есть вы должны знать о болезни своего близкого все и больше того. Потому что только вы сможете представлять его интересы перед врачами. И, вероятнее всего, вам для этого понадобится согласие от вашего близкого
для того, чтобы вы могли получать информацию от врачей и от его имени передавать эту информацию врачам. Нужно сказать, что это почему важная история, потому что если у вас заболевает ребенок, ну, имеется в виду как, если он до 18 лет, то, понятно, вы будете получать информацию, потому что вы являетесь родителем и опекуном вашего ребенка. После 18 лет ваш ребенок юридически становится взрослым. И после 18 лет врачи, если он не даст такой доверенности вам, будут говорить всю информацию только ему. И вот теперь представьте себе, что знает 18-летний человек о том, как работает медицина, о том, как работает мир, вообще о взаимосвязи различных болезней. Практически ничего. Может ли он задать правильные вопросы? Маловероятно. Поэтому в данном случае вам нужно на это обратить внимание. Если же заболел ваш близкий, скажем, муж или отец, или мама, или жена, взрослые люди, то здесь другая опасность. Здесь опасность того, что ваш больной может быть в плохом состоянии, моральном и физическом, в слишком плохом для того, чтобы задавать какие-то серьезные вопросы и бороться за себя. То есть нужен человек, который его заменит в этом. И вот именно для таких случаев нужны близкие, которые хотят своего больного спасти. Извините, я в связи с тем, что я пыталась структурировать свои мысли, я сделала себе заметки. То есть вы должны знать о болезни, но не для того, чтобы диктовать врачам ваши условия, а для того, чтобы, во-первых, понимать, что они говорят, во-вторых, чтобы задавать правильные вопросы и обоснованно возражать с чем-то, если вы с чем-то не согласны. Возражать чему-то, если вы с чем-то не согласны. Причем нужно сказать, что нам это нужно делать максимально в корректной форме, расшаркиваясь и извиняясь, для того, чтобы у врачей не сложилось о вас впечатление, как о всезнайке, который хочет везде сунуть свой нос. Это просто достаточно... Есть врачи, которые это понимают по базе. Вот, например, у нас был хирург, который который изначально он грек по происхождению, кстати, православный, что очень здорово помогало нам, потому что это человек, который совершенно по-другому представляет свою роль, чем многие представители других конфессий. То есть он себя Богом никогда не считал, он никогда не считал себя человеком, вершащим судьбы других людей. Он говорил, что я клерк Господа Бога. Я как бы на какой-то момент становлюсь его руками и пытаюсь спасти больного с Божьей помощью. Ну, это человек, который ездил на Афон, у которого в комнате висят иконы, человек, который искренне молится перед каждой операцией. И вот он сказал, что я считаю, что врач обязательно должен слушать мать больного там, или жену больного, потому что именно они видят своего больного круглые сутки, а не 5 минут, которые лечат врачи. Но, к сожалению, эту точку зрения не разделяют очень многие врачи. И очень многие врачи пытаются отодвинуть близкого как можно дальше и вообще его не слушать. Вот вам нужно сделать все для того, чтобы вас послушали. Что очень важно, то есть мы, еще раз говорю, чтобы меня, не дай бог, никто неправильно не понял. Я не призываю лечиться самостоятельно. Я не признаваю не уважать врачей. Я не убеждаю вас с ними обязательно спорить. Я просто говорю вам, что вы должны идти с открытым забралом. Вы должны точно знать, что происходит с вашим близким в каждый данный момент этого времени. Да, это время, но если вы хотите спасти вашего близкого, то это нужно делать. Иногда его невозможно спасти, даже когда вы будете делать все. Но хотя бы тогда у вас не будет чувства вины, которое вас будет глодать. И еще очень важный момент. Вот этому моменту, на самом деле, меня научил мой муж. Я сначала была, хотя я боролась с самого начала, но я была достаточно наивна, и я очень многие вещи высказывала врачам устно. А он мне говорил, нет, ты можешь им высказать устно, но обязательно должна написать письмо данному специалисту и обосновать свои доводы. Ну, вы сами понимаете, в тот момент, когда у тебя ребенок болеет, ты весь на нервах, этого совершенно не хочется делать. И я сначала это воспринимала как немножко, знаете, как лишняя работа, вот кому это надо. А потом, потом я поняла, для чего. И, кстати, очень забавным образом поняла. У Вани была инфицированная рана, у нее начался абсцесс в области крестца, в ягодице, абсцесс, который был заполнен гноем настолько, что у него там один раз при нас, у него из этого абсцесса высосали 4,5 литра гноя. Это только из одной, есть такое понятие, как многокамерный абсцесс. Вот у него был многокамерный абсцесс, только в одной камере было 4,5 литра гноя, еще из одной еще литр и так далее. То есть вы представляете себе, да, нагрузку для организма, которую он имел.
И теперь вы представляете, когда у него была температура, у него был абсцесс, и у него все стало легче, как только этот гной у него откачали, определили там бактерию, пролечили короткое время антибиотиками. У него сразу показатели упали воспаления почти до нормы, он стал себя хорошо чувствовать, у него вернулся аппетит, и все было хорошо. Но через некоторое время, в связи с тем, что, как я теперь уже знаю, у него бактерии были в кости, все стало возвращаться. Тогда еще у него не сделали операцию, он лежал в онкоцентре в Будапеште. И нам предлагает врач один, хирург в онкоцентре, говорит, давайте зашьем эту рану. И тогда не будет никаких выделений. Я понимаю, что это абсолютный бред, потому что если рана инфицированная, и то, что у него вытекает этот гной, это гной, то если мы зашьем рану, то эта рана начинает просто-напросто вызывает заражение крови. То есть, если мы зашьем ему рану, через очень короткое время он умрет от сепсиса. И я поспорила с этим врачом, что ему, конечно, очень не понравилось, и мы не захотели, мы запретили зашивать нашу рану. Я потом у нашего знакомого хирурга, который с утра до ночи оперирует, задала вопрос, правильно ли я сделала. Он сказал, что вообще зашивать рану просто было запрещено. Потом я тот же вопрос задала искусственному интеллекту. Я очень смеялась, когда искусственный интеллект мне сказал следующее. Вы знаете, сказал мне чат GPT, если в будущем у вас возникнет такая ситуация, и врач будет предлагать заведомо абсурдные вещи, то вы предложите ему сформулировать это письменно, что пусть он внесет в свой письменный ответ, что, зная, что это инфицированная рана, что там были высеяны бактерии, он предлагает эту рану зашить. Поверьте мне, сказал мне мудрый искусственный интеллект, если вы так попросите сделать врача, то он этого никогда делать не будет, потому что тогда его можно будет прихватить за то, что он, скажем, виновен в сепсисе человека там, и так далее, просто на основании вот этой записи. Я, поняв это, с тех пор буквально все, каждый наш шаг я записывала. И что в Германии мы общались с врачом письменно, что в Венгрии мы общались с врачом письменно. И были случаи, когда именно тот факт, что у меня были на руках все доказательства того, что я просила то и то и то, а мне это тогда не давали, явилась причиной того, что нам дали какое-то лечение, о котором я, скажем, просила уже полгода. Да, в результате оказалось, что дали слишком поздно. Но, грубо говоря, у вас на руках остаются вот эти документы, которые вы всегда можете показать, если вдруг вы решите подать в суд или вы просто решите доказывать свою правоту. Потому что слово, оно забывается через неделю, и потом уже участники могут додумывать что угодно. Вот. И, в принципе, я могу сказать следующее, что на этом я дала и так уже очень много информации для размышлений, я думаю. Самое главное запомнить, что речь не идет о том, что вы должны с ноги открывать дверь в любой кабинет и общаться с врачами свысока. Вы должны уважать врачей, потому что они этого уважения заслуживают. То, что они делают, потому что они тоже поставлены в такие условия, в которых они не могут отойти от протокола. И поэтому вы просто, как человек, который имеет право на лечение, по-разному, вот в Венгрии мы имели право на лечение, потому что мы здесь застрахованы, а в Германии, потому что мы за него платили, вы имеете право требовать тоже. То есть вы должны стать полноценным участником лечебного процесса. И также важный момент, что не думайте, что если у вас молодой человек заболевает, кто-то будет особенно заинтересован в том, чтобы его спасти. Будут, наоборот, стараться его выпихнуть как можно быстрее, чтобы только не им пришлось это разгребать. Конкретно вот наш знакомый, когда я в отчаянии спрашивала, когда у Вани были эти абсцессы, из которых сочился гной, и нас никто не брал, и не давал нам никакого лекарства в Венгрии. Собственно, почему мы поехали в Германию? Не потому, что мы такие вот все из себя богатые, и мы решили лечиться в Германии, потому что вот нам хочется лечиться за границей. Просто в Венгрии нас вообще никто не брал на лечение. Нам буквально в открытую говорили, зачем вы сюда пришли? Идите лечите свою онкологию. А онкологи нам говорили, мы не можем начать онкологическое лечение, пока вы не избавитесь от бактерий.
Мы говорим, ну хорошо, направьте нас в гнойную хирургию. А у нас нет такой возможности. Мы вас отправляем в обычную хирургию. А вы в обычной хирургии нам говорят, а мы не умеем это лечить. И все. И ты оказываешься, как, знаете, как пинг-понг мячик между двумя, тремя или там 4 противниками. Тобой кидаются в разные стороны. И вот я у этого врача спросила, слушайте, ну это же 20-летний парень, ну может его кто-то возьмет? Он говорит, нет, в 20 лет его не возьмет никто точно. Никому не нужна такая ответственность. Вот если бы ему было 80, его бы взяли. Но, кстати говоря, очень интересная история, что настолько сейчас, видимо, гнойные вот эти инфекции сильные редко встречаются, что конкретно наша соседка в Будапеште практически умерла, чуть не умерла от нарыва, гнойного нарыва под подмышкой. У нее был инсульт, и после этого инсульта она с трудом поднимала руку. И хотя у нее там возникли боли, никто просто не удосужился посмотреть, что у нее там назревает здоровый абсцесс. И у нее началось заражение крови. Ее забрали в интенсивную терапию, сказали, что с вероятностью 90% она умрет. Но она, слава богу, выкарабкалась. Вот это я к чему говорю, что это была пожилая женщина, ее спасли. Но лечение гнойных заболеваний – это большая проблема везде. То есть я, например, так и не поняла в Венгрии, кто этим занимается. Есть теоретически клиника инфекционная в Будапеште, но она чаще всего занимается заразными болезнями, у них даже нет хирургии. А, например, если у человека абсцесс, его надо удалять. И вот здесь вступает в силу гнойная хирургия. Вот как таковых отделений гнойной хирургии в Венгрии нигде нет. Есть ортопедическая клиника, есть различные хирургии, где, может быть, есть какие-то один другой специалист. И та же самая история была, кстати, вот в Германии. Мы так и не встретили ни одного специалиста по гнойной хирургии, несмотря на то, что у нас был конкретно случай, который относился к этому. Друзья мои, я вас уже совершенно заговорила. Огромное вам спасибо за внимание. Я очень сильно надеюсь на то, что этот выпуск кому-то поможет. И на любой стадии болезни не поздно это начать. Я в отдельном выпуске буду говорить об искусственном интеллекте, о его роли в нашей болезни и то, чему я научилась благодаря искусственному интеллекту, и то, почему я считаю это великим благом, то, что он у нас есть, и не разделяю мнение, что типа искусственный интеллект – это зло. Об этом я буду говорить отдельно. Я буду говорить отдельно о мытарствах нашего сына, потому что там в каждом шаге, который мы делали, были важные вещи, которые важно знать каждому человеку. Но вот сейчас пока в качестве общего столько вот это я сказала. Спасибо вам огромное за ваше внимание и до свидания.